я Марика Райтер, стайл-директор салона «Нью-Йорк». Доброе утро из Петербурга. Меня зовут Михаил Вейс, я технолог American Crew по России и международный преподаватель. Меня зовут Иван, я работаю в барбершопе «Пижон». Привет, я Юлия Максимова, салоны «Альтернатива Аведа». Всем привет, меня зовут Яна. Я работаю барбером в Топ-Гане и обожаю свою работу, потому что она связана исключительно с мужчинами. Считаю, что мужская мода это довольно-таки просто, учитывая те возможности, которые предоставляет нам сейчас интернет и социальные сети. Мы можем действительно благодаря этому не выглядеть как ученик ПТУ из 90-х, либо как младший научный сотрудник из какого-то конструкторского бюро. Я считаю, что мужская мода абсолютно не сложнее женской. Я считаю, что это несложно, но мы большое внимание уделяем женской моде. Если говорить о мужской моде, то, как и мода в целом, это отчасти сложно. Но для людей, которые занимаются и живут этим делом, это очень интересная работа. Как мода создается, как она появляется среди людей, как она забывается. То, что мы называем сегодня старьем, через пару лет может усовершенствоваться и снова прийти, снова появиться среди людей и снова стать актуальным. В мужской моде, как и в любой другой сфере, простая база, и дальше это работа над деталями, над нюансами. Все дело в мелочах. Мне нравится работать с мужскими стрижками и работать с мужской формой, поэтому работаю в барбершопе. Нет смысла делить моду по гендерному признаку, потому что мода, в принципе, не имеет пола. Адаптируя одну идею для мужчин или женщин, мы все равно будем придерживаться того, что мужчина должен быть более мужественным, а женщина более нежной, мягкой. Мода может быть уникальной, ее нельзя делить по гендерному признаку. Мода может быть женской, мода может быть мужской, но нельзя забывать о том, что существует понятие унисекс. То, что создается для женщин и для мужчин. Одежда, обувь, прически, стрижки или запахи. Это все может быть универсальным. Конечно же, мужская мода будет сильно отличаться от женской из-за того, что мужчины с земли, а женщины с Венеры. У нас действительно разные очень чаяния, веяния и желания. Мне безумно нравится работать с мужчинами, мне нравится, как они относятся к себе. Это очень забавно, когда мужчину совершенно не интересует то, что происходит на их голове, но при этом они очень трепетно относятся к своей бороде. Они очень любят четкие линии, либо любят просто какой-нибудь плавный переход, чтобы это выглядело более естественно. А для кого-то вообще, кому-то просто все равно. Сложнее и интереснее мне работать, наверное, с женщинами, потому что они более требовательны. Мужчины, они более консервативные, хотя за последние несколько лет появилась тенденция у мужчин следить за модой, следить за своим стилем, и это очень круто. Всегда легче и проще работать с мужчиной, чем с женщиной, из-за того, что мужчина это всегда более регулярный человек. Он будет приходить к нам, как минимум, раз в 2 недели. Соответственно, хотя бы раз в месяц. У женщин такого не было никогда и, скорее всего, не будет, к сожалению. Мужчина более моногамный в плане выбора мастера. Он может жениться и умереть в один день со своим мастером. Чего не скажешь далеко, конечно же, о женщинах. И что касаемо материальной составляющей, обычно, опять же, свободный доход выше у мужчины. И если он доверяет вам как специалисту, у него будет по минимуму вопросов. У женщина всегда права сама. Интересно, наверное, с девушками. Опять же, потому что больше внимания уделяется женской моде. Естественно, я очень хорошо знаю Кевина, знаю его работы, слежу за ним в Инстаграме. То, что меня всегда впечатляет, это то, что он действительно следует моде с веянием, а не просто умеет водить хорошо машинкой с насадкой по голове. Про Кевина я наслышана. К Кевину я собиралась ехать на мужской курс в Лондон, но так сложилось, что наш босс привозит его в Москву, и это супер здорово. Нет, я не слышала, но мне очень интересно посмотреть, кто это.
Конечно, я наслышана про Кевина, и я очень счастлива присутствовать на его мастер-классе. Я думаю, что в парикмахерском деле каждый должен знать, кто он такой, и его работы просто бесподобны. Кевин знаю уже несколько лет, обучался у него в Академии Тони Гай в Лондоне и в Академии в Москве. По поводу тенденций, я надеюсь, что будут в моде всевозможные андеркаты, будут естественные волны, вьющиеся волосы придут также в моду, и наши парни будут ходить естественными и крутыми. Я думаю, что мы увидим более резкие переходы вместо плавных, от коротких волос к длинным. Возможно, укоротится линия челки. Те тренды, которые нас ждут в 2018 году, по моему мнению, это уже что-то более удлиненное, это более текстурированное, это стрижки выполнены в такой небрежной технике и действительно сделанные, например, таким средством, как филировочная бритва. Это действительно всегда будет более носибельно, более удобно для клиента, потому что здесь не нужно будет каких-то укладок эксклюзивных. И, соответственно, это, опять же, будет максимально удобно в плане носки. В 2018 году будет модно, думаю, удлиненные стрижки и текстура. Я думаю, что в тренде мужских стрижек 2018 года особо ничего не изменится. А если и изменится, то, скорее всего, я узнаю об этом по факту. Hi guys, my name's Kevin Luchmun. Okay, men's hairdressing and barbering at the moment is very, very much booming. You know, it's all around the world at the moment, it's globally. I've seen a lot of men's hairdressers and barbers really just starting to push the industry together now. You know, it's at a time where we're seeing a lot of the cross between barbering and hairdressing at the moment. So I wouldn't so much say it's a very difficult thing to do and approach, it's just about the understanding that you have when you're cutting hair. So it's understanding when you need to use barbering techniques and when you need to use men's hairdressing techniques. You know, combining the two together, you know, overall makes you a better hairdresser. So I decided to specialise in men's hairdressing mainly. The reason why is because that's my passion. And when I first started hairdressing, I actually started off cutting my friend's hair. And then from that, then I decided to work in a barber shop and then progress within my skills. Within doing the barbering, what I decided to do is go back to college and do hairdressing because I wanted to learn how to cut longer lengths of hair. So from that, combining the different two skills together, really I think makes you an overall better hairdresser. Yeah, the first haircut I probably done was when I was at college and, you know, I wasn't a qualified barber or hairdresser, and it was one of my friends at college, he wanted a haircut, and I remember he actually wanted to design and a pattern. So we kind of, you know, went back to my house like one lunchtime, had my pair of clippers where I used to shave my own hair, and then from that just started doing the design. You know, it wasn't a great design, but still, you know, it's something that really got me into hairdressing. I think sometimes what happens within hairdressing, you know, sometimes people hit a wall where they don't really know what they want to do, you know, they get to a stage where they think they can't learn anymore. But I think by attending different courses, different seminars and seeing what's happening around the globe, you know, whether that's through social media or watching YouTube, you know, I think that can really broaden the way that you actually think about hairdressing. You know, I think there's possible endless limits of hairdressing and barbering. You know, it's always about trying new things, but again, still having that tasteful flair within it. I wouldn't necessarily say that I'm a trendsetter as such. What I like to do is kind of mix things up a little bit. So if I see a haircut that I like that someone's done, or I see something from the past that's been done, I like to put my own little flair towards it. You know, I try not to copy things. I try and put my own little intake within it. You know, but again, it's kind of like taking influences from the past, taking influences from other people, and really just putting my own twist within it. You know, I think that's the key thing, is trying not to copy people. You know, it's taking inspiration from others and taking ideas from other people and then putting your own take into it. You know, what it means to me to be a finalist for the British Hairdressing Awards, it's a massive achievement. You know, for myself personally, it's something that I personally do to set my own challenges and my own goals. You know, I always like to push my boundaries and push my limits, and by entering different awards, it really helps me challenge myself. And, you know, I always look at it as a progression, because from my previous collection that I've done last year, you know, I always want to do something better. I always want to do something to the next level. So probably one of the best advice that I got in life was when people knocked me down.
and when people used to say that you couldn't do something, and when people say that you couldn't achieve something. Because for me personally, when someone says something like that, I just want to prove them wrong. And it's not because I want to prove them wrong for their satisfaction, it's for my own satisfaction. You know, I think my best advice is never give up, stay humble, stay true to yourself, and always follow your passion. I think it's always difficult to teach someone taste and to really show them how to achieve tasteful things and have a style which they want to create within themselves. But I think over time, when you surround yourself with good people, you know, again, we touched on like attending different courses and more or less just being a little bit more open-minded, you know, you can really start to develop new different things. So the first time I came to Russia was probably about 3 years ago. And coming to Russia this time around, this is going to be my 5th time that I've been to Russia. And I love Russia. I think the trends and the hairdressing standards are very, very high. You know, what I love about Russia is everyone's always eager to learn. You know, the amount of times that when I'm doing a workshop, I always see all the different people come through and watch what's going on. You know, they don't want to focus on just their own work. They want to see what everyone's doing. And I think the standard of Russia, you know, is amazing. You know, if we think about Russia, it's a massive country. And, you know, the guys that I always teach are very eager to learn. I think learning is very, very important as a hairdresser, you know, and as a barber. You know, you can never stop learning. You know, I think there's so much going on around the world and there's so many different influences that we can learn from. You know, I think the great thing about traveling and teaching and doing seminars and shows is that wherever I'm in the world, I always learn myself. So even though I'm giving back, even though I'm educating, the amount of stuff that I actually learn from individuals, from asking them what's the trend around their country and around their actual town and city is amazing. And to have the opportunity to do that, you know, and really share my ideas and my stories with other peoples in different countries is amazing to do. Thank you very much, guys. Really look forward to seeing you in Russia. Take care, see you soon.